Вон там. Вот Гаврилушка. Здравствуйте все. Хотела просто вам его показать, потому что сейчас он, конечно же, сбежит и будет играть сам по себе, да? Все, беги, 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 беги. Беги. Здравствуйте. Дорогие друзья, спонтанно решила записать ответы на вопросы, потому что выдалось какое-то время такое. И, наверное, вы уже поняли, что у нас на канале то выходит видео так кучно, часто, то вдруг они пропадают на какое-то время. Это все зависит напрямую от моей занятости, от моего времени свободного, ну и какого-то состояния, настроения, конечно. Поэтому вот у нас так все нерегулярно, никакого у меня плана нету на эти видео. Я веду страничку очень спонтанно просто, руководствуясь только какими-то душевными моими движениями, желанием с вами поделиться. Ну и, конечно, когда вы начинаете писать, мы соскучились, меня начинает. Ну, это и... Ну, мы все необыкновенно дорожим этим вашим вниманием. Я не устану это вам говорить. Такое тепло от этого и семейное ощущение какой-то связи душевной, заботы. Спасибо вам за ваши истории. Здорово, когда вы вдруг на нашей страничке начинаете делиться первыми детскими воспоминаниями. Спасибо тем, кто это затевает. Здорово, когда мы все передаем целыми странами друг другу приветы, намерение дружить и любить. И сейчас вот я хотела бы записать ответы на вопросы, потому что прямо появилась, да, вот опять такая волна, где нас просят обратить внимание. И, конечно, за этим много заботы вашей. Мы это понимаем, очень чувствуем, ваши заботы о Гаврилушке, вашего переживания, да, о том, чтобы все было хорошо, чтобы все было вовремя замечено, чтобы он развивался, чтобы он играл. И первая часть — это вопрос о его ментальном, да, здоровье и о том, чтобы мы проверили Гавриила на аутизм. И второе, нам все время пишут про бабушку Лемешкиных, про семью Лемешкиных из Волгограда, где бабушка потрясающий педагог совершенно и учит девочек вот с такого возраста. И сначала я отвечаю письменно, потом у меня просто нет столько времени, я не отвечаю. Но появляется такой крик души: обратите внимание на мой вопрос, и снова его повторяют. И поэтому я решила записать все-таки видео и смогу потом кидать как бы ссылочкой. Просто, да, вот что: здравствуйте, мы уже отвечали на этот вопрос, вот там-то, там-то, и кину ссылку вот на это видео. Первое, насчет развития Гавриила, да, его речевого, интеллектуального и так далее. Я уже рассказывала это в одном из видео, но повторю еще раз, что я об аутизме вообще ничего не знала. Мы не знали, не сталкивались, не слышали. Ну, знаете, как бывает, когда нет этого в твоем пространстве, в окружении где-то, просто как бы этого для тебя не существует. И потом вдруг, когда так вышло, мы не ожидали, что это так будет, вдруг как бы страница Гавриила стала такой популярной, которую мы заводили, как любая мама, я просто завела своему ребенку, как любая мама, которая выкладывает, не все мамы выкладывают, само собой. Но я из тех мам, кому хотелось поделиться с близкими какими-то чудесными вещами, потому что мир детства, он такой хрупкий, такой быстротечный, он такой, как, знаете, вот век бабочки, он такой короткий, и надо успеть ею налюбоваться. И поскольку я кинематографист сама, то есть для меня это мой естественный позыв с помощью вот этого запечатленного времени, да, попробовать
сохранить эти моменты, как-то почувствовать и передать их в объеме. То есть это мое естественное как такое желание. И я стала вести эту страничку. И потом, когда, конечно, там пошли такие безумные просмотры, то пришлось к этому тоже приспосабливаться, и к этой лавине и внимания, и любви, но и каких-то вещей, которые сложно, да, сразу же переварить или сразу же об этом вдруг начать думать. То есть в твое пространство врываются большим потоком незнакомые люди с разным влиянием. И тогда как бы стали писать, что вот он такой особенный, вот у него такая концентрация на одном и том же, это похоже на аутизм. И я стала читать, и стала узнавать об этом. И знаете, для меня это было целым этапом в жизни, огромным таким пластом, когда, мне кажется, я выросла как человек еще, потому что вот эта вот тема уникальности каждого человека и его особости, уникальности каждого ребенка и его особости, она ведь очень объемная. Дело тут не в том, что кто-то болен из детей, а кто-то нет, кто-то здоров, а это вообще наша способность как бы принимать индивидуальность человека и принимать его какие-то не втискивания в определенные рамки, да, когда нас пугает, что с ребенком что-то не так, и мы сразу же как будто бы за этим видим ненормальность, нездоровье. Вот это вот одна грань. Вторая грань, что действительно ты можешь в каких-то вещах пропустить, да, какие-то вещи, связанные со здоровьем ребенка, и не помочь вовремя, то есть не увидеть эти сигналы, о которых душа малыша или тело его, да, кричит, или начинает подавать такие первые сигналы, пум-пум-пум, да, о том, что что-то не так. И ты как родитель можешь такой: у меня все нормально, у моего ребенка все хорошо, у нас такого быть не может. Тоже пропустить. И в этом во всем есть вот этот вот наш родительский эгоизм и наше желание конкуренции с другими взрослыми. То есть, по сути же это так. Мой ребенок, он может быть вот такой. Мое желание, чтобы мой ребенок был гениальный. Или у меня не может быть вот такого больного ребенка. Или мне надо изо всех сил стремиться к каким-то рекордам, чтобы раннему развитию, чтобы мой ребенок стал вот каким-то выдающимся или похвастаться им. И для меня вот это вот стало таким еще лишним моментом, чтобы задуматься, а где здесь я, да? Ну, с мужем тоже мы, естественно, это обсуждали, а где здесь мы вот на этой шкале, да, где я начинаюсь, как вот эта забота моя и тревога материнская, вот это сердце мое, которое болит и желает, чтобы у моего малыша все было хорошо, и когда ты жизнь свою отдашь, да, за то, чтобы он жил, когда ты руки, ладошки свои поставишь в любой момент, подхватить, и не будешь думать о себе, а будешь думать только о нем. Либо где вот начинается вот это вот эгоизм и желание всем показать, какой я крутой, да, и что у меня только все может быть нормально. И вы знаете, мы, конечно же, пошли сразу же к врачам, то есть и к нашему участковому психоневрологу, когда я об этом задумалась, потому что действительно Гавриил развивался не так, как девчонки. То есть старшие дочери, которые сейчас уже взрослые, одной, вы знаете, уже 20 лет, да, другой 18, и они в возрасте год, ну, Ксения в год уже разговаривала, поет, ходит, в год уже разговаривала предложениями, то есть она могла сказать длинное предложение в год, а Поля в год и 3 месяца уже изъяснялась предложениями. И, конечно же, я, когда столкнулась с Гаврилкиной особенностью, да, что он не спешил, не хотел,
разговаривать. Для меня это уже было особенным каким-то, да, поводом затревожиться. И, во-вторых, вот эти его перегибы, когда в другом месте, в другой какой-то ситуации, в другом, он особенный и вдруг схватывает то, что в его возрасте вроде бы не положено, да, умеет то, что не положено. Поэтому, конечно же, у меня наложилось это все, эти тревоги на то, что мне стали писать нам. И я повела к врачу. И смотрите, какая вещь. Я не буду это подробно рассказывать и описывать, но как я поняла сейчас после всего этого, что у этой болезни, у аутизма в мире очень как бы большая разница и большая дистанция. В каких-то странах этот путь уже медицина проходит на одной, да, дистанции длинной, в какой-то стране это на более короткой дистанции, но в целом она очень мало исследована еще. Ну, точнее, нет, она исследуется изо всех сил, но нету ответов на многие вопросы, нету полного понимания, как она возникает, как она развивается, нет лечения, да, какого-то от нее, кроме как можно поправить вот это вот поведение на каких-то этапах, да, на ранних. И вот там очень важно родителю понимать, подхватить и обязательно начинать с ребенком заниматься, чтобы вот эти вот кирпичики, выпавшие, да, в его психике, которые он проскакивает как бы в связи с какими-то особенностями, а градация это огромная, длинная, то есть туда сейчас в некоторых странах ну просто, как это называется, спектр, да, вот этот спектр особенностей, он настолько огромный, что туда входит очень много, да, вот этот вот называется РАС, как бы, да, расстройство аутистического спектра. И там такой веер громадный, и туда входит, ну, просто все что угодно. Много, любые какие-то, начиная от маленьких каких-то особенностей, которые в итоге потом не мешают функционировать ребенку, быть каким-то, быть, как они называют это, высокофункциональным, да, в обществе, заканчивая какими-то очень сложными расстройствами, которые мешают ребенку жить без родителя, то есть он просто не умеет существовать, если рядом нет заботящегося взрослого, матери или кого-то, кто ухаживает. То есть спектр вот этот вот огромный. И поэтому, мне кажется, любой родитель, у которого ребенок вообще с какими-то вот такими особенностями, может что-то там найти, да, себя на какой-то из этих вот этих волн. И поэтому я просто хочу вот поделиться, как наш этот путь проходил, как наше тестирование. То есть аутизма как такового у Гавриила нет. Безусловно, есть какие-то особенности, которые вот куда-то туда могут подойти. У него, смотрите, чего у него нет. У него очень хороший глазной контакт и всегда был. Он очень любящий сын. Он мамсик страшный, папсик, с девчонками. Ну, это видно на наших видео, да, как он к нам привязан. Со взрослыми он недоверчив когда-то, да, где-то он осторожен, с ним надо найти подход, чтобы он подошел. Вот нас часто встречают на улицах, сейчас нас уже много узнают и хотят иногда его там на ручки взять, сфотографироваться. Он такой: нет. Ну, в общем, я тут постою, как бы у него есть свои такие границы, но в то же время он любит внимание чужое. То есть, если его не начинать там обнимать, он любит, он начинает разговаривать что-то там на своем, да, рассказывать, и сфотографироваться с ним, как бы, ну, мы разрешаем, конечно. И вот как бы вот это, да, а в аутизме там это один из очень важных признаков, что ребенок не ищет глазной контакт. Потом дальше двигательная вот эта вот активность, двигательная. Гаврилка, у него не просто не было такой телесной задержки, знаете, которая
там тоже многих наталкивает на то, что присмотритесь, ребенок вовремя не поворачивается, не переворачивается, он вовремя не сел, да, как все дети, он не держал голову. Он у нас все это делал на 5 с плюсом, и более того, у него очень хорошая координация. Он садился, ходил, то есть для него тело это важный инструмент познания. У него очень хорошая и мелкая моторика, ну как вы понимаете, да, уж исходя из пианино. Но это не только по поводу пианино. Он может взять там кошачий волосок, вот так вот его растянуть, да, в руках. Вот эти вот мелкие камешки, фасолинки. Он очень хорошо все это перебирает, любит очень. То есть он все время копается в каком-то песке, если вот что-то. То есть ему важны вот эти вот тактильные ощущения. Он рано научился прыгать, он рано научился лазать по вот этим вот. То есть у него очень хорошая телесная координация. Вот я сравниваю, например, с девчонками, он ловчее, он лучше держится на каких-то вот краешках, на каких-то там, если по поребрику, да, пройти, он очень хорошо балансирует, пытается, он это любит. У него как бы есть вот это вот телесное проверить, не горячая ли вода, не глубокая ли лужа. Но это попадает на некоторые видео, и вы тоже это видите сами, да, что он, у него вот этот как бы какой-то вот есть телесный интеллект, это очень интересно. И даже вот мы с ним ходим сейчас, то есть на спорт, он ходит на такие детские специальные спорты, там есть и батуты, и развивашки, и вот его тренер всегда его хвалит за вот этот его, то есть у него тело не глухое, оно включено в мир и очень, то есть он нюхает, смотрит очень внимательно, то есть у него все эти органы чувств такие развернутые, на мир развернутые. И тоже, я думаю, вы это замечаете. Он слушает, слышит, видит, трогает. Вот это все способ познания через тело. А потом дальше. Тоже в аутизме еще очень важный момент, на что обращают внимание, когда ребенок, психика у него неустойчивая, то есть он капризничает, плачет, у него немотивированные какие-то вот приступы паники, какой-то реакции на предметы безобидные вроде бы, да, вот какие-то фобии, беспокойный сон ночью, реакции на погоду. У Гаврилки нет ничего такого. Он спит, ну просто вот я скажу, да, у меня есть с чем сравнивать. У меня старшая дочь Ксения, она у нас была с беспокойным сном, мы даже ездили на машине, чтобы ее укачать, как бы, и она уснула, да, у Пелагеи такого не было, у второй дочери, у нее было лучше, спокойнее со сном, но Гаврилка, он вообще спит как, ну, знаете, у него режим такая важная для него составляющая, он хорошо спит днем, а он хорошо спит ночью, он высыпаться мне давал всегда нормально. То есть он просыпался только для еды, когда вот у него был малышковый такой период, да, когда ему надо было есть много. Он мог 2 раза просыпался он за ночь, поесть капитально, ел и спал дальше снова. То есть вот что он нам подарил, да, это отсутствие бессонных ночей, и у него нет капризов, вот этих закидонов, истерик. У него истерика была, ну вот за все, вот ему сейчас 2,5 года, да, Гаврилушке, 2 раза. Первый раз, когда мы не поняли и не стали его уводить, ну, мы были на репетиции оркестра, нас приглашают, и нам показалось, что вот он играл, и как-то все было хорошо. Там было 3, да, фортепиано, скрипка, виолончель, репетиция. И мы пришли, помещение было небольшое такое, и музыканты играли, и вот эта вибрация звука, она прям наполняла помещение. А мы всегда действуем так, то есть мы не даем ему долгую нагрузку, потому что мы его уводили, то есть у него 20 минут вот от силы, то есть у нас нет такого, что мы с ним высиживаем прям длинные концерты. У него хоть концентрация хорошая, но он еще ребенок. А здесь как-то нам показалось, что он отвлекся, там была девочка, он играть с ней начал, и что как будто бы он эту нагрузку на себя не берет музыкальную, да, вот эти все волны, которые, знаете, инструмент, когда близко, комната небольшая, там как бы все как пронизано вот этой волной, да, ну прям через тело идет, и я как-то потеряла бдительность. Мы сами заслушались, это было так здорово, это Эдуард Назаров, композитор, нас пригласил, спасибо, если, Эдуард, смотришь.
за твое внимание и заботу всегда. И мы потеряли вот эту бдительность и не забрали его вовремя. И у него началась истерика. То есть его, видимо, настолько перенасытило это все, настолько он перевозбудился, мы его не могли успокоить. То есть он был какой-то взбудораженный, он был какой-то... В общем, я больше таких ошибок стараюсь не повторять. Мы его уводим. Да, он и сам регулирует, кстати. У него вот к следующему, да, я перехожу, вот эта вот зацикленность, которую тоже описывают. Зацикленность на каких-то крутящихся предметах, на чем-нибудь там, на чем-то мигающем. Но когда ребенок вот циклится, вы знаете, у него нету такого, ну, я не вижу на какой-то длинной, чтобы он на чем-то прям завис. У нас есть, конечно, вот этот его сверхинтерес к пианино, но никогда такого не было, чтобы он играл дольше там 20 минут. Есть несколько заходов в течение дня, да, но вот так вот, чтобы он сидел слишком длинно. Ну, да и мы за этим тоже следили, вот и раньше следили. Если что, отвлекали его, уносили, но и сама я за этим... Что тебе? Да? Ну, давай. Давай, открою тебе. На, тише. Цикленности, да, вот я рассказала, нету. Что есть? Давайте вот так, что есть? Что я вижу из особенностей? Он предпочитает знаки картинкам. То есть буквы, если вот у нас азбука, он предпочтет букву, он дольше разглядывает букву, чем картинку. Он уже знает алфавит, он уже понимает, может назвать. То есть мы его специально не учим, но я, естественно, ему, когда мы книжку листаем, я ему там говорю, это там верблюд, это буква В, это В, верблюд, ну, такие обычные, да, занятия. Он очень быстро это запоминает и предпочитает, я вижу, букву картинки. Потом, то, что мы... я видела вот эти его особенности, да, мы наблюдали за ним, и мы решили наклеить наклейки на клавиши. Это было, когда Гавриилу исполнилось 2 года, и мы наклеили туда начертание нот, да, как оно пишется буквами, и как оно на нотном стане начертано. И мы наклеили эти наклеечки, и я как-то рассчитывала на то, что он запомнит просто сам, что его не придется учиться. И действительно, мы через какое-то время убедились, что он соображает и соотносит и клавишу, и как там это все нотами записывается, представляете? То есть вот эта память у него есть. При том, что у девчонок, у старших сестер Гаврилушки было очень раннее речевое развитие, я не помню такого, чтобы я с ними также занималась, то есть я ровно одинаково занимаюсь с одним ребенком, с другим, с этим, да, и со старшими, и муж также, мы одинаково это все делаем, но ты видишь, что один ребенок по одному развивается, а другой по-другому. И вот у него есть вот этот интерес. Это необычно. Это я тоже понимаю, что это необычно. Дальше. У него необычное отношение к речи. То есть он ее слышит как будто бы мелодически, то есть интонацию. И сам он разговаривает интонационно. То есть ему как будто бы слово не так важно. Ему важна мелодика, интонация. Как я это говорю, да, а не какими способами. То есть... По сути дела, вот он какие-то смысловые слова стал употреблять только сейчас и пробовать повторить. Да, а раньше у него были на все свои названия. Когда он ругался, он говорит...
рассказывает мне, сейчас смотрит на меня, что-то рассказывает. Да ты мой хороший, да. Смотри осторожней там. Угу. И это особенность, это тоже особенность. У меня есть подруга, у которой сейчас сыну 10 лет, и он очень музыкально одарен. То есть его уже там по конкурсу приняли в специальную школу музыкальную. Он вообще очень такой, очень талантливый мальчик, очень, как бы даже не больше, чем талантливый. И он в 3,5 года тоже только заговорил. Не знаю, говорилка уже начинает. Он все равно какие-то обычные слова он уже начал. Он повторяет, но как будто бы ему это не так важно. Вот, и тоже ее замучили, конечно, и она сама переживала, но отстаивала право сына, да, на то, чтобы быть вот таким. И вот он в 3,5 года только заговорил, ну и он обычный, нормальный, просто вот музыкально одаренный. И нам один из докторов тоже сказал, что это бывает такое, связано, музыкальный слух, он немножечко другой, чем речевой, и оно может по-другому как бы просто идти у него. Поэтому вот, это есть. Что у него еще есть из такого необычного? Он как будто бы другими органами чувств воспринимает окружающее. То есть он как будто бы видит то, что ребенку видеть еще не положено. Ну, например, он может сконцентрироваться на... Мы видим, что ему именно нравится какой-то сюжет определенный, да, картины. И что он разглядывает лица там, он разглядывает какую-то композицию, хотя это все не ярко, не как-то выпукло, иногда не очень узнаваемо. Ему это интересно, то есть он смотрит. Это тоже, это не очень-то обычно все-таки. Хотя, может быть, это связано с тем, что я ему показывала взрослый. Гаврилка, ты сейчас свалишься, давай-ка осторожно. Вот видите, мне вот не просто вот именно в этом секторе, в речевом секторе мне начинаются сложности, потому что эмоционально есть понимание у него полное, да, какое-то, есть ощущение вот этих эмоций, недовольна я, или что-то его прошу, уговариваю, или говорю, уйди отсюда, или подойди, есть элементарные вещи, там, купаться, да, пойдем, будем, давай поедим, там, пить хочешь, он отвечает, то есть он, да, он, то есть, смотрите, какие-то вещи я нахожу по мелким вот этим моментам, да, и поэтому особенности есть у него. В частности, есть то, что он делает, то, что ребенок не должен делать, да, в этом возрасте еще. И реагирует на какие-то вещи, на которые не должен маленький малыш еще понимать. Ну что, вон там, возьми там вон нотки. Вон, ты их все раскидал просто. Видишь, они по всему валяются у тебя. И да, и смотрите, к чему я это все. Вот я с вами поделилась, я рассказала, да. Есть еще, наверное, что-то, что я забыла, но неважно, уже такое длинное видео получается. К чему я это все вела? Что для меня было большим уроком? Когда мы ходили по вот этим, да, к врачам, это диагностика, и я видела этих деток, родителей. И вы знаете, это тоже такое большое самовоспитание души, потому что мы ведь не знаем, для чего мы живем на Земле. И до сих пор никто не знает. И в разные эпохи были разные теории, да. Сейчас у нас вот такое вот, что мы для счастья живем, для благополучия. Причем такого бытового, да, сейчас такая эпоха, когда ты вроде как должен отчитаться, что у тебя все лучше всех, и перед собой в том числе, что у тебя талантливый ребенок, что у тебя есть машина, квартира, семья счастливая, которая не распалась, и ты такой благополучный, все это умеешь держать, и в этом как бы смысл. И в разные эпохи было по-разному. Когда-то мы приходили, вроде бы, да, вот эта теория о том, что ты приходишь в мир временно,
и это и такая вот колыбель страданий, а потом ты, чтобы попасть вот туда на небо, да, и там уже дом. Когда-то, ну, то есть человечество, скажем, на протяжении всего своего существования размышляет вот над этим, зачем мы живем, почему, да, что будет после смерти, зачем она вообще, эта жизнь нужна. А, Да. И смотрите, к чему, какие мои размышления на эту тему. И мои рассуждения, например, они в этом тоже развиваются, и как-то... И... Так, простите. И когда я смотрю на этих... Да, и вы знаете, у меня тоже все это развивается, да, и... В общем, когда ты смотришь на родителей, у которых такой вот ребенок, который без него прожить не сможет, да, как комнатное растение, которое ты оставил без полива, и все, оно погибнет. И вдруг при этом видишь их какой-то внутренний такой свет необыкновенный внутри, как будто бы, знаете, в них свечка горит. Вот такое бывает, ты приходишь куда-нибудь в монастырь в горах или где-нибудь в какое-то святое место, где люди живут, монахи, да, какой-нибудь православный монастырь. И у них как будто бы свет внутри, они как будто бы живут другой, вот этой богатой духовной жизнью необыкновенной. И такой от них идет какая-то доброта и сияние вот этой души. И здесь такое же ощущение, представляете, как это странно. Я себя поймала вот на том, что я вижу вот эту рифму, я ее чувствую. То есть вот этот вот твое, видимо, внутреннее обращение к Богу, чтобы Он помог защитить твоего ребенка, да, помог чудо какое-то совершить с ним, да, с его жизнью. И в то же время какое-то смирение огромное перед тем, что происходит, потому что без него это все не выдержать. Это ведь очень тяжело. Такой малыш, это очень тяжело. То есть эти родители, они все время раскрывают сердце, раскрывают. И это такой подвиг, сродни, я думаю, молитвенному, и когда постятся, а может быть, это даже выше и сложнее всего. Когда ты преодолеваешь каждый день вот от отчаяния, да, к какому-то, к надежде. И это такое упражнение для души невероятной сложности, когда ты, видимо, как человек растешь так, что потом от тебя идет вот это вот сияние особой человечности. И ведь кто знает, ради чего мы живем на этой земле. Может быть, для того, чтобы вырасти душой вот так, чтобы открыть в себе вот эту огромную любовь, несмотря ни на что. И, может быть, это и есть цель. И тогда, кто знает, может быть, эти родители идут самым коротким путем к тому, что называется спасение души, да, у христиан. И это, в общем, у меня огромное уважение. Нет уважения, не то слово. Преклонение даже перед такими родителями. Вот, это что касается, да. И я желаю всем, если кто-то сейчас смотрит, вам сил огромных, помощи Божией и большого вам стойкости. Потому что
подвиг ваш каждодневен. И хочу сказать, что я давно в себе развела тоже это смирение, что будь что будет, потому что наши дети — это наши дети, мы не выбираем их в магазине, это не комплектация автомобиля, да, это сфера, которая касается жизни и любви, и того, что есть любовь и тайна этой любви, когда мы любим ни за что, не потому, что мне здесь подходят какие-то функции или нет, или меня разочаровало, что это не соответствует там каким-то ожиданиям. То есть, по сути дела, это все-таки тревожные звоночки для себя, да, которые позволят отследить, не больна ли моя душа, если я об этом вот так тревожусь и так думаю, я у себя это без конца отслеживаю. То есть я к тому, что для себя вот я приняла вот это смиренное, что я буду бороться в этом смысле. Если что-то будет, если там с Гаврилкой пойдет не так, с его ментальным каким-то развитием, вдруг это Божий промысел, мы не знаем. Это жизнь. Или это качнется в другую сторону, да, его талант будет как-то развиваться. Это тоже не совсем, чтобы наше, это тоже какой-то Божий промысел во многом. Вот в таких вещах я уверена, что это Божий промысел. И тут наша функция как родители просто понять, где я тут как проводник, да, помочь таланту вырасти и развернуться, или помочь вот такому ребенку пройти в любви эту жизнь, и себе тоже, и себе тоже, и себе. Ну, в общем, для меня это такой большой момент роста человеческого. Вот. И так длинно ответила, я не собираюсь, я не умею говорить коротко, всегда потом. И второе, да, я хотела сказать по поводу Лемешкиных, бабушки Лемешкиной. Надежда Сергеевна, да, ее зовут. Мы, конечно, нам ее без конца присылают, без конца упоминают. И, конечно же, мы ходили на страничку и смотрели, и как она гениальный педагог от Бога. И то, что она со своими девочками смогла вот с такого маленького возраста из них вырастить музыкантов, это чудо, конечно. И мы очень уважаем Надежду Сергеевну, если вы вдруг увидите это видео. Ну, огромное уважение к вашему вот этому вот женскому и бабушкиному, и педагогическому дару. Это дар. Вот так взращивать, выращивать — это чудо. Как бы, почему нам, если бы, конечно, Надежда Сергеевна пришла к нам домой, она бы, безусловно, подобрала бы для Гаврилушки какую-то его программу, которая сонастроена с его особенностями, ведь у него много уже есть того, что Надежда Сергеевна как бы развивает в своих внучках как базовое, да. У него есть интерес к инструменту, у него есть полное ощущение, да, где какие ноты, не просто ощущение, он знает это по названию, знает по написанию, у него как бы он с другого входа зашел в это все, понимаете, в другую калитку. И вот так вот брать эту кальку и заниматься с ним по методике Надежды Сергеевны, ну, это у нас не получится, да и смысла нету. Это ну, нам это не подходит. Вот. Такого человека рядом у нас нету пока, да, у нас есть сестра старшая Ксения, которая с ним занимается, да, старается в каждую свободную минутку, сейчас их не очень много, потому что она учится в консерватории, у нее свои успехи, свои дела, своя жизнь, она 20-летняя девушка, красивая, у которой там свои личные перемены, прекрасные сейчас происшествия всякие, да, и связанные и с ее женской жизнью, и с учебной, и профессиональной. Она сейчас опять пишет музыку для кино, еще для одного большого полнометражного. Там есть у нее маленький кусочек, она там пока не главный композитор, то есть она еще растет, но есть там ее сфера, ее зона, да, ответственности, где ей надо быть, что-то сделать, свои приложить дары. Ну, то есть, как бы мы не можем сказать там своим дочерям, чтобы они положили сейчас свои интересы жизни, свободное время на Гаврилушкины, да, какие-то дары и таланты. Не можем.
Поэтому она сколько сможет, она где-то тут ему сыграла. Он ее просит, конечно, сам, заставляет тоже какие-то вещи ему показывать. Вот сколько она может, она столько делает. И он вот на этом растет, как трава. Что касается педагога другого, мы решили пока повременить. То есть вот когда наладится его речь, вот тогда чужой человек со стороны, возможно, уже сможет с ним работать. Я могу быть не права, мы, может быть, да, сейчас ошибаемся, но если среди вас есть какие-то педагоги, которые вот услышав все, что я рассказала до того, да, и готовы как бы сказать, что я бы попробовал заниматься с Гаврилушкой, ну, мы открыты, напишите, спишемся, свяжемся, возможно, мы не правы, что сейчас так вот, ну, как бы не уделяем должного внимания, да, его музыкальному развитию, не даем ему уроков, не продвигаем его вперед, а вот полностью, ну, честно говоря, как будто бы наше родительское ощущение, что вот хочется продлить этот период, когда он в свободной игре, просто играет и радуется, и наслаждается этим. Но вдруг, не знаю. В общем, для разговора мы открыты, для диалога мы открыты. Поэтому, если у вас есть какое-то другое ощущение, и вы в Петербурге, петербургский какой-то педагог, у которого есть понимание, да, что с этим делать, напишите, пожалуйста. Вот. И, собственно говоря, вот все, что я хотела сказать. Я думала, что это будет очень коротко, а получилось почему-то очень длинно. Не знаю. Просто хочется вот этой подробности какой-то, потому что в ней есть вся суть, в этой подробности. В ней вся суть. Почему так, а не по-другому? Так что спасибо вам большое еще раз за внимание. И что вот так вот сейчас как будто бы мы поговорили, вы послушали, выслушали, будто бы удалось с вами побеседовать. И сделаем для этого видео субтитры, да, на английском языке, потому что у нас, согласно статистике нашего канала, представляете, ну, она каждый раз двигается, меняется, когда-то больше, когда-то меньше, но сейчас вот около 65% иностранцы, зрители нашего канала, представляете? Поэтому мы это очень уважаем, мы радуемся и любим, мы двуязычным стараемся делать наши какие-то видео. Все, спасибо вам. До встречи. Всем привет.